Всем привет! Вы на канале Smart 7. Новости из мира высоких технологий на каждый день. Сегодня мы поговорим о новинке от компании OnePlus, смартфоне OnePlus 9 Pro. Были представлены новые смартфоны линейки OnePlus 9. Всего 3 модели. Самая крутая Pro версия, чуть попроще 9 и бюджетный 9R. Последний даже не стоит относить к 9 серии, так как у него нет отличительной черты новых смартфонов – фотокамеры от Hasselblad. Да и в качестве чипсета используется Snapdragon 870, так что с вашего позволения разбирать этот смартфон мы не будем. Презентация началась необычно. В этот раз основатель компании Пит Лау не рассказывал про достижения за год. Отказался от любимой присказки про высокий уровень удовлетворенности клиентов. Вместо этого просто сказал, что старается делать самый лучший продукт и перешел к делу. Ну и мы тогда давайте посмотрим, что же нам показали. Камеры. Первым делом начнем с камер. Это главная изюминка новых аппаратов. Для придания делу внушительности подтянули тяжелую артиллерию в виде сотрудничества с Hasselblad. Это, пожалуй, самый премиальный бренд на рынке фотоаппаратов с богатой историей. Фотоаппараты бренда стоят от 6 до 36 тысяч евро. Только тушки без объективов. Впрочем, можно найти и начальные модели за 2-3 тысячи евро. Партнерство с производителями фотокамер – известный маркетинговый прием. Например, Huawei активно дружила с Leica. К сожалению, у подобных партнерств одна беда – мощный шильдик на корпусе особой роли не играет. Так версии фото с Huawei и Leica не сильно отличались от тех, что были сделаны без партнерства. В случае с Hasselblad Пит Лау проговорил, что инженеры Hasselblad принесли в камеру OnePlus 9 Pro новые алгоритмы по работе со сложным цветом и более точную цветопередачу. В качестве примера показали вот такую фотографию, где действительно сложный свет и тени и солнце. В теории вид из пещеры справа должен быть засвечен полностью, но смартфон справился. Конечно, по скриншотам и картинкам ничего не понятно. OnePlus под прикрытием Hasselblad собрала небольшой отряд профессиональных фотографов, амбассадоров бренда. И на официальном сайте даже есть отдельная страничка, посвященная коллаборации. Одна беда – это лишь небольшие YouTube-видео, и нет оригинальных фотоснимков, чтобы вывести на большой экран и оценить, только обрезки. С технической точки зрения тут модуль от Sony с огромной матрицей 50 мегапикселей. В качестве сравнения выбрали iPhone, потому что основной рынок для OnePlus это сейчас США, и по своему позиционированию OnePlus пытается занять нишу айфонов на Android. К слову, с 50-мегапиксельным OnePlus пошли на ухищрение. Этот модуль ультраширокий, то есть должно быть искажение. OnePlus сказали, что в цифрах ультраширик дает искажение 10-20%. Для компенсации использовали новую линзу. Искажение всего 1%. Рассказываю так подробно, потому что, как я понимаю, это как раз вклад от Hasselblad. Впрочем, модуль Sony IMX766 будет использоваться и на Oppo Reno 5 Pro Plus, который сейчас всем раздают на тесты. Так что можно будет посмотреть, есть ли вклад от OnePlus и от Hasselblad, и действительно ли у OnePlus 9 Pro кастомизированное железо, или просто Sony хорошие модули делает. Честно говоря, я слегка запутался. У смартфона 4 основные камеры, из которых главная камера 48 мегапикселей. И как я понял из рассказа ведущего, в партнерстве Hasselblad как будто создана только 50 мегапиксельная камера, так как ей уделили больше всего времени и досконально про нее все рассказали. В плане съемки видео все в целом стандартно, есть поддержка 8К на 30 кадров и Full HD с частотой 240 кадров в секунду. Никаких супер слоумо режимов нет. Зато есть съемка 4К с частотой 120 кадров в секунду. Плюс это при съемке видео появилась технология Dual HDR. Для этой технологии нужен отдельный процессор. Суть типичная, одновременно снимается до 3 кадров с разной выдержкой, чтобы компенсировать засвет или наоборот. Таким образом можно снимать видео против солнца. Экраны. В плане маркетинга у OnePlus полный порядок. Новый смартфон, новый нейминг экранов. LTPO Fluid 2 AMOLED. Сразу скажу, что это экраны от Samsung. DisplayMate уже оценили их, поставив высшую оценку А+. У новых экранов есть ряд преимуществ. Во-первых, это сниженное энергопотребление. Сказали, что на 50% более энергоэффективный, чем обычный AMOLED. Но тут тоже надо понимать, с какими экранами мы сравниваем. Это достигается благодаря адаптивной частоте обновления от 1 до 120 Гц. Во-вторых, есть технология HyperTouch. Показали видео, как чувствительны и отзывчивы новые экраны. Сказали, что для гейминга вещь вообще супер. Подозреваю, что речь идет о повышении частоты обработки касания до 240 Гц. В-третьих, добавили софтовых фишек. Например, Super Video Resolution. Это обычный искусственный интеллект, который вытягивает качество картинки.
Необычно, что его подружили с Instagram и Snapchat. Да действительно может быть полезно, так как Instagram корежит видео только так. В-четвертых, Always On Display получил часы с секундой стрелки. Обычно на таких экранах нет секундных стрелок, так как это чересчур энергозатратное дело. LTPO экраны дали пользователям то, о чем они так долго мечтали. Секундную стрелку. Оно вам надо? Я не знаю, но теперь такое есть. Производительность. Snapdragon 888, оперативная память LTP DDR5, 5G модем X60, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Рассказали про новую систему охлаждения. В качестве примера были сравнения с Samsung Galaxy S21 Ultra. Во-первых, это подло. Samsung обидеть может каждый. Тут много ума не надо. Могли бы еще взять версию на Exynos. Во-вторых, разница 2,3 градуса не так уж велика, чтобы ей хвастаться. Полагаю, всем известный факт, что на компьютере можно настроить виртуальную память, таким образом увеличив производительность. Часть данных из оперативной памяти скидывается на накопитель. Технология известна, но никогда не думал о ней применительно к смартфону. OnePlus рассказали, что новый OnePlus 9 будет использовать виртуальную раму. В целом, наверное, и правильно. Двухканальные накопители обладают отличными скоростными показателями, так почему бы ими не воспользоваться? Интересный выбор батареи. Емкость 4500 мАч. Сэкономили дефицит или хотели облегчить смартфон, ибо камеры тяжелые, кто его знает. Зато есть быстрая зарядка на 65 Вт, которая даст 100% за 29 минут. А 15 минут дадут 65%. При этом есть еще и беспроводная зарядка на 50 Вт, которая даст 100% за 43 минуты. OnePlus 9 незначительно уступает в камерах, а также попроще экран, который не сможет в режиме показывать секундную стрелку. Зато и цена на $340 ниже. Пожалуй, уже давно очевидно, что OnePlus это никакие не убийцы флагманов. Да и откровенно говоря, я плохо понимаю позиционирование аппаратов. Моя лучшая догадка, что OnePlus хотят быть айфонами на рынке Android и заигрывают с творческой составляющей. Новые смартфоны получились интересными. У них появилось то, что не было раньше. А именно уникальные флагманские фишки. Кстати, у старшей модели есть даже защита IP68, которой нет у других. Тут и партнерство с Hasselblad, и какая-то кастомизированная линза на камере. И новые энергопотребляющие технологии экрана, позволяющие в режиме AOT выводить секундную стрелку. И супербыстрая зарядка, 100% за 29 минут. Однако до Apple, конечно, еще далеко. Магия Apple заключается в том, что показанные на презентации технологии сразу хочется попробовать и использовать. С OnePlus же такое ощущение, что технологии ради технологий. Вот шильдик Hasselblad с крутым алгоритмом цветопередачи. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свои мысли в комментариях. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Следите за новыми выпусками на канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо и до новых встреч!